Всем привет! В этом видео будем вязать носки для маленьких. Недавно я выпустила видео от остатков, и у меня попросили девочки, чтобы вязать сами. Будем вязать. У меня для взрослых есть мастер-класс, а для детей нету. Как раз будем вязать. Смотрите, что надо на этот мастер-класс. Кусочек маленький, клубочек нитки. Ну, мне здесь где-то 9 до 10 грамм получилось один носок, значит, то 20 грамм пряжа на этот размер. Размер у меня получилось как? Смотрите, девочки. Ой, где-то 9 сантиметров, а ширина 6 сантиметров, соответственно, 12, да, обхват ножки ребенка. Я не знаю, это на какой размер, ну, 9 сантиметров. Сами делайте выводы, и я по ходу вязания я буду сказать, сколько добавить, если хотите другой размер. Все равно я буду показать суть мастер-класса, а размеры все равно я не могу для вас рассчитать. Ну ладно, сильно болтать не будем, вязать. Сегодня у нас очень пасмурная погода, но я надеюсь, все видно будет. Я взяла здесь пряжа на 2 нити буду вязать, тоже от остатков нашла. Я от этих ниток вяжу палантин. Ализе Ангора Голд, это 550 метров, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, где-то ориентируйтесь до 300 метров, наверное, пряжа. Спицы номер 3. Вот. Сначала здесь есть, смотрите, как рассчитать. Вот здесь я набирала 6 петелек. И для себя решила я вязать по 8 петелек каждой спицы. И будем сейчас мы набирать, начинать 6 петель и будем достичь до 8 петель каждой спицы. И будет вот такой размер. Если вам надо будет другой размер, значит, сейчас будем разбираться. 2, 3, 4, 5, 6. Обязательно возьмете 2 спицы, будьте обычный набор петель. Моя бабушка, хотя набирала на 3, чтобы потом легче было вязать, но я предпочитаю на 2, чуть-чуть тяжеловато, но результат очень хороший, без дырок получается. Вот. Для детей вот 6 набирать для начала носка, это очень даже хватит и хорошо. А для взрослых я обычно как делаю, для девочек, женщин делаю 8, а для мужчин можно и 10. Ну, ноги разные. Это не суть важно, понимаете? Можете делать и тут 8, ничего страшного. У вас будет чуть-чуть закругленный носик. Если вы будете, чем меньше набираете вот эти петельки, тем островато получается. Это решайте сами, суть не меняется, ничего не меняется. От этого размер тоже не зависит. Поэтому будем вязать, смотрите, 6 петель. Первый ряд трудновато, ну ничего страшного, зато здесь у нас получается без дырок. Если мы набирали на 3 спиц, ну, может, было бы легко, но мне не нравится. А вы решайте сами. Надеюсь, все видно здесь. Вот. Просто у меня здесь такая техника, что чуть-чуть трудновато, чтобы я ничего не завалила. А вам, если на диване сидеть, вязать, все удобно, хорошо. Это за час можно вязать такие носочки для детей.
Почему бы нет? И у нас с вами, подписчики, родился внук. Даже не знаю, внук или внучка. И она хочет вязать тоже. Вот. Все, трудный момент прошел, как бы. Теперь вот на это будем вязать 6. Раз. 2. 3. 4. 5 и 6. Сейчас будем петельки прибавить. Смотрите, девочки. Это по сути как регланная линия. Через ряд мы будем прибавить и получим вот такой результат. И в итоге вот такой. Это классический. Моя бабушка вязала. Не боюсь этого слова. 100 лет назад я вяжу, и все хорошо. Есть разные способы. Если вам классический, обычный нравится, можно вязать со мной. Смотрите. Первый вяжем накид. Будем добирать петельки. На каждую спице у меня должно быть 8 петель. Это мне хватало для новорожденных. Я там вроде бы раньше вязала много. Я уже рассказала, что вязала на роддом. Это мне хватало. Ну, смотрите. Хотя детский размер вообще обманчивый. Дети очень даже разные. Поэтому каждый все равно будет решать для себя, какой размер делать. Ничего, один раз вяжете, уже руку набиваете, и на свои ошибки вы понимаете. Вот, следующий ряд уже мы не будем накид делать, прибавить не будем, а перекрестить вот это, чтобы дырки не было. Ну, я летний хлопковый, когда для девочек вяжу, я это таки вяжу накид, и получается дырявый, как узор, красиво. Ну, в этом случае, конечно, не надо дырочки оставить. Вот. Вот. Извините, у меня холодильник работает. Невозможно мастер-класс так. Снимаешь по чуть-чуть. Вот. Я это решила покороче снимать, потому что очень подробно есть на моем канале. Это тоже сами ничем не отличается. Просто мне попросили, думаю, надо делать. Раз попросили. Уже этот ряд опять накид добавляем. Вот. Угу. Вот. Я детские носки на 4 спицах вяжу, не на 5. 2, 3, 4 и 5. Раз, 2, 3, 4 и 5. Мы вот так будем добавить, девочки мои, чтобы сильно длинное видео не получилось у меня несколько частей. Будем вязать самостоятельно, вот через раз, вот по бокам будем мы с накидом добавить через ряд. Первый раз добавляйте, второй этот накид крещенный вяжете, вот эти места. И будем встретиться. Вот, девочки мои дорогие, уже вязали, дошли. Здесь у меня 16 петель, а здесь у меня по 8 петель. Если вам надо другой размер, вот это носик ничего не значит. Носик, я вам говорила, больше будете набирать,
у вас будет больше закругленный. Меньше острый будет. Это на размер не мешает и не этот. Рассчитать не надо на это. Размер дает нам вот эти петельки, которыми накидом добираем потом. У меня в моем случае вот 8 петель. Если вам надо чуть больше делать носки, значит вы дальше еще делаете, еще добавите, делайте по 10 петель, по 12, я не знаю. Это все равно вы должны мерить ребенка обхват и вот мерить вот эту часть и узнайте. Вот, мы уже все накиды делали, все, уже здесь все перекрещенные вязали, уже мы добавить, убавить ничего не будем. Тогда мне нравится вот этот шовчик вязать, как вот это, как будто сшитый, магазинный. Вам не нравится, не вяжите, как хотите. И еще один совет, если вы будете вязать косы, араны разные, значит побольше петелек будете добавить, потому что они сильно украдут ширину и ребенка будет туго одеваться, правильно? Вот. А насчет длины носок, может вам вот эта ширина хватит, а вам длина надо, длинный надо. Я здесь в моем случае, вот, в моем случае я от этого шва вязала 10 рядов. Я считала, что мне хватит, а вам решайте сами. Я теперь по кругу, просто лицевой, буду вязать 10 рядов, потом встретимся. Вот, мои дорогие, я уже вязала 10 рядов. Теперь будем вязать только вот эту часть, туда-обратно еще 8 рядов. Потому что я для себя решила, я пятку буду делать 8, и вам советую, делайте 8 петель, это оптимальный вариант, нормально 8 петель и для взрослого, и для ребенка, смотрите, очень даже хорошо, вот. Если я буду делать 8, я буду здесь все убавить, и у меня останется 8 петель, соответственно, отсюда мне 4 петля останется, и еще 4 добирать. Поэтому я здесь вяжу 8 рядов, чтобы здесь кромочный получилось 4, чтобы я добирала. Ну, в вашем случае, я не знаю, бывает, что дети вот эти части очень пухленькие, поэтому можно и больше вязать здесь или добирать на резинку какие-то петельки. Как человеческое тело, так и ноги бывают разные. Мы это вяжем просто на классическую ногу. Теперь я буду 8 ряд туда-сюда вязать и будем встретиться. Вот я вязала уже 8 рядов и будем формировать пятку. В моем случае 8 петель я буду пятку делать. Пятку можно делать, я там только на лицевом формировала пятку, а здесь мы будем еще легче формировать, чтобы вы знали. Вот. Смотрите. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе вязали. И сразу повернули вязание. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 уже 8 вяжем и одну отсюда, вот от этого, то, что мы оставили. Теперь переворачивали и вяжем. Первый снимаем, как обычно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и еще одну с ним, чтобы убавить. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и еще одну вместе. 2 вместе вяжем. Первый снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 вместе. Это самый легкий способ, наверное, что сколько я знаю. Для начинающих тоже очень хорошо. И еще смотрите тот видео, который я для взрослых. Я там более тщательно все объясняю. И моя бабушка делала без расчета. И вы тоже, если хотите, сильно расчет не хотите, вы можете тот мастер-класс посмотреть и делать выводы тоже. Я думала, хватать будет и на детскую, ну, видите, на детскую отдельно хотели. Вот так. Теперь последняя осталась у бабы, мы уже пятка есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 последний. Вы извините. Вот. Вот, смотрите, пятка уже есть. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8. Мы ничего не ошибались, нам надо было 8, 8 и осталось. Теперь отсюда 4 петельки будем добирать, чтобы у нас 4 пойдет на другую спицу, 4 сюда, чтобы опять снова у нас получилось 8. 2, 3 и 4. Вот. Вот эти места чуть-чуть тяните, чтобы дырочка не получилась. Здесь 16 как было, так и осталось. Ничего не поменялось. Вот. Все равно, если что-то непонятно, пишите. Я думаю, что все доступно, но бывает, что нет. 1, 2, 3, 4. Набирайте так чуть-чуть, чтобы сильно дырки не было. Места. Мы добираем отсюда 4 петли. 2, 3 и 4. И отсюда 4 возьмем, потому что пятка 8. 4 там, 4 тут. 2, 3 и 4. Теперь у нас все хорошо. 8, 8 и 16. Мы уже дошли до того момента, что у нас все правильно. Мы все правильно делали. В моем случае я вязала 8 рядов еще. Смотрите. Я здесь вязала еще здесь 8 рядов. Я самостоятельно буду вязать 8 рядов и встретимся. Вот, девочки мои, я еще 8 рядов вязала. И смотрите, после этого уже и до этого, если у вас есть, извините, у вас есть желание вот эту часть делать повыше, еще резинку повыше, это ваше желание. Я самый минимум делала, как классически обычную носочку. Если хотите, здесь побольше вяжите. Нет, вяжите, как я, 8 рядов вязала. Это мое мнение, что на эту носки хватает вот это. После этого можно уже вязать резинку. Резинку вяжите или на 2 на 2, или 1 на 1. Какой вы хотите, это ваше желание. Высота резинки тоже ваша. Для детей можно еще сильно выше делать и завернуть, чтобы не могли сильно вытащить ногу оттуда. Вот, смотрите. Я в последнее время, не знаю чего, иголкой
закрываю. У меня на канале есть подробно, как закрывать иголкой. Если хотите, воспользуйтесь. Если нет, значит, любой ваше удобное закрытие петель, как хотите. Кто-то накидом закрывает, кто-то эластичный, кто-то просто. Но мне иголкой нравится, и как выглядит нравится. И если что, я уже сказала, нитка-резинка сюда пустить тоже хорошо. Давайте это уже вы будете самостоятельно вязать, потому что это такой экстренный видео, как говорится. Я это не планировала, у меня времени нету, погодные условия еще и плохо, дай бог, что все видно вам. Я надеюсь, все понятно объяснила. Если что, пишите, пожалуйста. И если что, я оставляю ссылку, смотрите, для взрослых. Там есть какие-то нюансы, все совпадает, все хорошо. Еще раз давайте повторю, как можно. Вот наш вот это 6 петель, 8 петель, 10 петель, здесь ничего не меняется. Размер от этого не меняется. Просто здесь, если больше петель, будет закругленный более. Если меньше, будет острый. Это решать вам. Вот это шовчик тоже решать вам. А так, вы даже можете в готовом виде, как вязали, уже добавили, допустим, 8 петель, и можете на ребенку по 8 петель, как достигли уже каждый спицы, можете на ребенку одевать. По-моему, когда мизинец закрывает, вот эта ширина хватает, значит, это нормально. Насчет длины тоже решайте сами, какой вы хотите. И здесь это самый легкий вариант. Я считаю, сильно расширять не надо. Насчет пятки тоже 8 штук хватает. И для взрослых хватает вот этот 8. И для малышей хватает. Потому что у взрослых там много петель, тоже хватает. Там побольше будет, здесь поменьше. Вот такой расчет. Здесь сильно расчет нету. Я надеюсь, все доступно объяснила, рассказала, показала. А нашу резинку вяжите самостоятельно сколько хотите и закрывайте, как вы сами хотите. Вот такая идея, скажем так, что ли. Это, наверное, уже не идея, а классические носки. Оно и в Африке классические носки. Если вам понравилось вот такое видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч!